Всем привет из Буэнос-Айреса! В этом видео будет о том, как мы снимали квартиру, с какими трудностями мы столкнулись, где в итоге сняли, а также поделюсь опытом наших соотечественников, которые здесь уже не первый месяц, и как они прошли этот путь, тоже очень интересно. Поэтому продолжайте смотреть, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Так как в Буэнос-Айресе есть пунктик на безопасность, то мы подошли к выбору района достаточно серьезно. Топ моих районов — это Палермо, Реколета, Бельграно, микроцентр и Пуэрто-Мадеро, собственно, где мы сейчас находимся, на побережье океана. Прошли через национальный парк, и посмотрите, какая здесь красота. Есть еще спокойные и хорошие районы, но я предпочла центральный. Мне нравится быть рядом и близко ко всему, поэтому эти районы для меня фавориты. Мы столкнулись с такими трудностями, как языковой барьер на всех этапах вообще жизни здесь, и снятие квартиры, и пополнение связи, интернета. Это все, надо постоянно общаться с местными жителями на испанском, когда ты на нем не говоришь, это проблема очень большая. Помогает немножко английский, это хорошо, что мы его знаем, но все равно не очень много людей понимают и говорят на английском хорошо. Так как мы снимали пустую квартиру, то была проблема с доставкой, как, опять же, языковой барьер, как объясниться вообще, как заносить, как уносить вещи. Давайте посмотрим, что по квартире у нас. Вот так вот выглядит наша квартира. Получается, мы входим в гостиную комнату и столовую одновременно. Она достаточно большая, крупная, но мебели нет. Этот шкаф здесь был. Также были кондиционеры. Стол мы уже купили со стульями. Одна дверь здесь — это выход на кухню, а вторая — это в гостиную и в холл. Мы купили сегодня фикус. Вот, мы супер. Проходим в ванную. В ванной, собственно, все замечательно. Она просторная, классная. И тут мраморные панели. В общем, мне очень нравится. Потом сразу идет наша спальня. Вариант, когда там еще не было кровати. Это так, как мы заселились. То есть было очень пусто. Только радовал вид из окна и эти красивые массивные деревянные окна. Это кабинет, третья комната полноценная, тоже пустая. Это дверь на маленький балкон в колодец. Собственно, не очень функциональная вещь, но мы там, например, поставили стиралку. А дальше мы идем на кухню по такому коридору. Очень прикольно, что запахи не проникают. Если ты идешь на кухню, то только там будет запах кухни, но кухня сама по себе очень маленькая, а это вообще комната непонятно для чего, ее называют сервисио, что-то типа для склада, и кухня, где почти ничего нет. Вот так. И такая квартира обошлась нам в 55 тысяч песо в месяц. Так как сегодня 1 мая, ничего не работает, мы не можем купить ключ, чтобы собрать кровать, у нас нет матраса. Вот так вот снимать квартиру во французском стиле, чтобы ставить посередине палатку. Наша родненькая. Матрас. С момента нашего прилета и до того, как мы окончательно сняли квартиру, прошло ровно 3 недели. И я хочу поделиться, собственно, как это было, потому что, спойлер, сложно. И в прошлом видео я рассказывала в первых впечатлениях, мы можем посмотреть здесь. И также я рассказывала о том, что это было сложно, но почему сложно, я не рассказала. Поэтому сейчас будет все об этом. В Аргентине существует долгосрочная аренда и краткосрочная аренда. Разница в том, что краткосрочная аренда только до 3 месяцев, потом вы вынуждены искать квартиру заново, плюс краткосрочная аренда почти всегда вы платите сразу в долларах. Долгосрочная аренда, в свою очередь, это аренда от 3 лет, 3 года, и вы можете платить в песо. И это намного выгоднее, потому что песо, к сожалению, обесценивается, и это, в принципе, намного выгоднее снимать квартиру на долгосрочную перспективу, потому что у вас уверен хозяин, и он вам доверяет, и поэтому он ставит там чуть меньше цену, чем тем, кому на 3 месяца просто. Можно подумать, это что, все снимают 3 месяца, каждые 3 месяца новую квартиру? Нет, конечно, все снимают что-то типа 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3. Да, то есть так можно, это такой способ, как бы, да. Но почему нам это не подходит? Потому что это постоянно какое-то шатко-валкое положение, и вот зачем, если можно сразу на 3 года, если мы все равно планируем жить здесь долго. Но, чтобы заключить долгосрочную аренду,
А вам нужно постараться. Вам нужно либо гарантия поручителя, аргентинца, который сможет сказать, да, я доверяю этому человеку, и я могу поручиться то, что он будет платить. Либо вам нужно предоставить справки своего дохода в Аргентине, которого у большинства, естественно, нет. Либо вам нужно обратиться в страховую компанию. Из всего этого был у нас единственный вариант попробовать обратиться в страховую компанию, чтобы они проверили как наш доход в России. Вот. И мы представили все справки, собственно. Какие условия нам выдала страховая компания? Они сказали, вы платите нам 370 тысяч песо за наши услуги, что мы вам как поручили, как страховая компания. Потом вы платите 6 депозитов в долларах. Мы их держим, потом мы вам отдаем после 3 лет аренды. И вы платите, естественно, первый свой взнос за квартиру. Все. Мы сначала такие, ладно, это все равно нам будет выгоднее, чем мы будем платить ежемесячно в долларах на краткосрочную аренду. Мы согласились, но они отказали нам и сказали, что нам не хватает документов. Мы спросили у риэлтора, что же нам, собственно, делать? И он не растерялся. Нам попался хороший риэлтор и хорошая хозяйка дома, и она согласилась на такой вариант. Она согласилась на 6 депозитов в долларах, оплатить полностью 100% комиссию риэлтору, который помогает с оформлением, плюс просто месячный взнос. Мы даже избежали, по сути, страховых агентов, страховые взносы. По закону в Аргентине съемщик, если у него нет ни гарантов, ни поручителей, ни, собственно, никакой страховой компании, которая поможет, ему можно сдать квартиру в аренду и взять с него до 10 максимально депозитов. Но нам дали за 6, и это очень здорово. Мы пришли посмотреть предметы для дома, тарелки, посуда, всякие штучки, ведра, тряпки. И осознали, что это здесь стоит очень дорого. После Турции, мне кажется, очень дорого. Сейчас вы оцените, в России также дорого или это нормальные цены? Самый простой диван, который даже не раскладывается, $331, это 27 тысяч рублей. Пластмассовый контейнер $4, 360 рублей. А вешалки $4,5 за 5 штук, 360 рублей примерно. Сушильная доска $22 за самую простую, которая еле стоит. Это 1800 рублей или $66 за более-менее нормальную сушильную доску. Это примерно 5500 рублей. Чайник вообще простой, который даже не электрический. Это $6,7, 540 рублей. Сковородка 20 сантиметров, 1200 рублей, 28 сантиметров, такая глубокая сковородка 2700, точнее 2070 рублей, ковш 1260 рублей, тарелка самая простая 306 рублей и более-менее покрепче тарелка 450 рублей. И набор из 3 вилок 450 рублей. Мы просто в шоке. 4000 стоит одеяло. Хорошо, что это теплая страна. Жутко интересно, что это? О боже, блин, она не просто пропала, она еще и сдохла в аду. Я рассказала про наш опыт, как мы снимали квартиру, в итоге что сняли. Но тут много русскоязычных людей, которые в разных районах живут, в том числе моя подруга Полина. Она здесь уже 4-й месяц, и уже появился большой опыт, накопился. И сейчас Полина расскажет, как они снимали, где они сняли в итоге и какие трудности они прошли. В общем, Полина. Когда мы приехали в Аргентину, мы думали, сейчас снимем квартиру, все будет легко и просто. Но этот путь занял у нас 1,5 месяца. Мы пожили за это время в 4 районах. Мы столкнулись с такой трудностью, как просто поиск свободной квартиры. Свободных не было уже на наш приезд. Мы приехали в феврале. Вторая трудность, с которой мы столкнулись, это несоответствие цена-качество, потому что завышенная цена на какую-то достаточно простую, иногда даже на очень плохую квартиру. Например, пока мы искали квартиру, мы въехали в одну квартиру, в которой просто был жуткий запах после кошек, и при этом она стоила $1000 за 10 дней. Она была убитая, ушатанная, и в ней был ужасный запах, но нам просто некуда было уже идти. Мы из-за того, что не могли долго найти жилье, мы уже хоть какое-то переехали временно. В итоге, покочевав в таких районах, как Бельграно, Палермо, Ретиро, мы переехали в Пуэрто-Мадеро.
Нам этот район очень понравился. Здесь высотки сочетаются с красивыми домами, напоминает местами Питер, местами Москва-Сити. Здесь вот чувствуешь себя комфортно, безопасно. Квартира очень современная, стильная, совершенно новая мебель. И все нравится. И мы сюда переехали. Сейчас стоимость квартиры, в которой мы живем, стоит $3000 в месяц. В это входит очень много дополнительных услуг, таких как фитнес, бассейн, и зал для йоги, масса там сауны, финская баня, джакузи, бассейн подогреваемый, что даже можно зимой купаться, и много-много других плюшек в виде парковки, там стиральной комнаты, не знаю, как это по-русски называется. Вот. Прачечная, точно. Вот, и нам здесь очень нравится. Классно. В прошлый раз я рассказывала о своих впечатлениях о приезде первых, а их можно посмотреть здесь. А сейчас уже спустя почти месяц, как мы здесь живем, хочу сказать, что правда было очень много трудностей и сложностей. Это неизбежные издержки при переезде в другую страну, где новая культура, где вообще все по-другому. Я считаю, это очень важно. Для процесса ассимиляции, интеграции в новую культуру это, собственно, пройти через сложности. Иногда не будет розовых представлений об этой стране, где все прекрасно, потому что ты видишь и сложности, и хорошие стороны, и недостатки. Надеюсь, что основные трудности мы уже преодолели, и сейчас можно немножко будет расслабиться, поэтому в следующем видео я расскажу про ДОСу, как здесь здорово можно проводить время в Буэнос-Айресе, про всякие разные сообщества, в общем, как здесь тусить и расслабляться. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ждите следующего видео, оно очень скоро, и чао, амигос!